Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра, и сегодня у нас новое видео с супер результатом. С результатом моего ухода, с результатом мною организованных условий, с результатом 2,5-летнего выращивания этой орхидеи в моих домашних условиях. Также мы попутно ответим на вопрос, правда ли, что азиаты менее обильно цветут, нежели голландцы. Потому что героем сегодняшнего рассказа будет как раз-таки фаленопсис азиатских производителей. Как всегда, начнем с истоков и вернемся в май 2019 года, когда я получила из азиатской закупки фаленопсис New Stripes, что в переводе означает «новые полосы». Делала заказ 1 февраля 2019 года, оплачивала также заблаговременно, а получила заказ только 15 мая 2019 года. Вот таких красавцев я тогда получила, их было 4 штуки, все они прекрасно цвели, и все их цветения вы уже видели или увидите в скором будущем. Быстро их адаптировала и быстро все зацвели. Конкретно этот фаленопсис New Stripes зацвел уже в августе 2019 года. Тогда YouTube канала у меня, конечно же, не было, и я чаще делала фотографии, нежели видеосъемки. Тем не менее, вы можете отследить все цветения этого фаленопсиса по датам, которые вы можете видеть в нижнем правом углу. Как мы уже можем видеть, первое цветение случилось через 3,5 месяца после получения фаленопсиса из закупки, а это очень хороший результат. Первое цветение было на 6 полноценных цветов достаточно крупного размера. Цвел фаленопсис не менее полугода, затем немного отдохнул и приступил к формированию нового цветоноса. Во второй раз подросток зацвел в августе 2020 года, и тогда на его цветоносе было уже 8 полноценных цветов. На том этапе я поняла, что цветонос у этого фаленопсиса непослушный, то есть его нужно формировать. Если его не формировать, то бутоны, а в дальнейшем и цветы будут смотреть кто куда. И вот на этом этапе давайте попробуем ответить, является ли цветение на 8 цветов диаметром 9 см полноценным и пышным. Здесь, конечно же, у каждого свои критерии, для кого-то и 6 цветов уже предел совершенства, для кого-то и 26 мало. Рядом с New Stripes стоит фаленопсис Diamond King Brazil. Он получен из того же самого заказа, и в том цветении в полном распуске на нем было 30 цветов, но могу сказать, что это совершенно маленькая мини-орхидея, и для такого мультифлорного сорта 30, а то и 50 цветов – это абсолютная норма. Чем взрослее становится растение, тем активнее его цветение. Еще во время прежнего, то есть второго цветения, у этого фаленопсиса появился очередной цветонос. На ваших экранах март 2021 года и новое цветение фаленопсиса New Stripes. В третий раз цветов было еще больше, и вот это уже похоже на красивое и пышное цветение, хоть и не столь обильное. А вот это, друзья, фотография 29 апреля 2021 года. Каналу всего 5 дней, и я в раздумьях, нужен мне вообще этот канал или нет. Я делаю эти фотографии для главной страницы канала и все еще сомневаюсь, продолжать ту деятельность, которую я только-только начала, или благополучно забыть о ней. На тот момент выбор пал в пользу продолжать работу, и я, отвечая на вопросы в комментариях, стала вспоминать все больше и больше тех способов и реанимации, и восстановления, и достижения пышного цветения, и отвечала на все эти вопросы в комментариях для того, чтобы сделать вашу жизнь легче, проще и интереснее. И уже тогда я решила, что как только появятся новые цветоносы, я буду активировать их к пышному цветению с использованием этих самых способов.
И вот пока вы, друзья, будете наблюдать за цветением 2021 года Phalaenopsis New Stripes, я вам расскажу о его посадке и о том, как я готовила его к этому новому цветению и как я достигала результата, того результата, который вы увидите сегодня в конце видео. Сразу по получению я это растение из-за мха пересадила, как всегда это делаю, в обычный прозрачный горшок с большим количеством вентиляционных отверстий, как всегда на фитиль. Это был горшок диаметром 12 см в субстрате. Кора хвойных пород деревьев, кремниевит, глиняные черепки и мох. Резанный живой мох, который в дальнейшем способен к прорастанию в субстрате. Если вдруг вы в первый раз на канале и не знаете, как я осуществляю посадки своих растений, пройдите в плейлист Phalaenopsis и вопросы по уходу, в нем есть несколько и образцов посадок, и рассказов о субстрате, какой субстрат применяю, во что можно сажать, во что нельзя. Все рассказываю в отдельных видео по данным темам. Что касается условий содержания, мои орхидеи содержатся в обыкновенных квартирных условиях обыкновенного кирпичного дома на 6-м этаже, две стороны света у окон. Это северо-восточная сторона и юго-восточная. Все цветоносы инициируются на юго-восточной стороне, а после полного распуска орхидеи переносятся на северо-восточную сторону для того, чтобы продлить цветение. Это цветение длилось еще дольше прежнего, и практически во всех видео и во всех релаксах мы можем видеть цветение этого фаленопсиса. И в конце лета это растение отцвело. Сразу отмечу, что у моих фаленопсисов нет периода покоя, то есть они не впадают в состояние вынужденного для себя стресса, когда они не растут. Мои орхидеи цветут и растут круглый год. То есть еще во время цветения у этой орхидеи выросли новые листья, сформировалась или по-прежнему формировалась прекрасная корневая система, и я знала, что как только растение цветет, совершенно через короткий промежуток времени у нее начнется новое цветение. И, конечно же, я оказалась права, и в сентябре месяце я увидела не только новый цветонос, я увидела пробуждающиеся меристемные почки на всех предыдущих цветоносах. Подсчитав общее количество цветоносов, я, конечно же, была довольна и посчитала, что этим результатом я обязательно поделюсь с вами, потому что я делала определенные манипуляции, определенный набор действий для того, чтобы достичь такого пышного и красивого цветения. В конце видео я, конечно же, вам расскажу, что я для этого делала. А пока я наблюдала, как растет основной цветонос, как развиваются ответвления от старых цветоносов, и ничего не предпринимала. Почему? Потому что формировать цветоносы вот на такой стадии очень рискованно. Велик риск их сломать. И поэтому я совершенно ничего не делала, а только наблюдала и проводила те самые манипуляции, о которых расскажу чуть позже. Делать ничего не делала, но уже обдумывала, как сделать так, чтобы следующие полгода, наблюдая картину цветения этого фаленопсиса, мне было радостно, чтобы эти 4 цветоноса расположились так, чтобы каждый цветок был виден, чтобы один цветок не находил на другой. И в конечном итоге я придумала. Формировать цветоносы я, как всегда, решила с помощью веток гибискуса. У меня их много после обрезки этого растения, потому что куст у меня большой. И вот ветки гибискуса и рогатки от этих веток, вот таким образом, закрепляя к высоким цветоносам, я решила сформировать. По моему замыслу, все цветы этого фаленопсиса должны были после полного распуска быть обращены ко мне, каждый цветок должен был быть виден. В декабре мне стало отчетливо понятно, что, похоже, мой замысел удался, все бутоны уже наливаются и смотрят в одном направлении.
С помощью несложных математических подсчетов мне удалось выяснить, что на данный момент на 4 цветоносах этого растения 24 цветка, точнее 24 бутона, готовых стать цветами. Выполняя просьбы зрителей и по-прежнему крайне смущаясь, я показываю посадку и корневую систему этого растения. Да, друзья, я крайне виновата перед этой орхидеей, уже давно нужно было ее пересадить, потому что корневая система давным-давно переросла этот 12-й горшок, то есть горшок диаметром 12 сантиметров. Уже давным-давно нужно было предоставить этому растению новое жилье. Но, к сожалению, на все времени катастрофически не хватает, и моя орхидея уже 2,5 года находится в той посадке, в которой я ее определила еще в мае 2019 года. Вот на этом видеоизображении очень хорошо виден мой замысел, видно, как продолжают наливаться бутоны, как все они располагаются в одном направлении, по направлению к нам. И видно, что орхидея продолжает развитие каждого бутончика, то есть все они прекрасно себя чувствуют. Что я хочу сказать по поводу полива в этот период. Чтобы сохранить каждый бутон, чтобы у растения хватило сил и питательных веществ развить каждый этот бутон, сохранить и распустить, вы должны поставлять орхидеи огромное количество воды и света в этот период. Часто мне в комментариях пишут, что я ничего не меняла в уходе за орхидеей, а она сушит бутоны. Друзья, мало ничего не менять. Нужно увеличивать. Если вы оставите и сохраните полив на прежнем уровне, то орхидеи не хватит того запаса питательных веществ, которого хватало ранее. Если вы еще ничего не знаете о том, как должен меняться полив в зависимости от степеней или стадий или фаз развития орхидеи, пройдите в плейлист «Фаленопсис и вопросы по уходу» и найдите в нем несколько видео о поливе. Накануне дня рождения New Stripes выглядел вот так. Он тоже решил мне сделать подарок ко дню рождения и начал распускать свои первые цветы в этом сезоне цветения. Каждый из 24 бутонов мне удалось сохранить, вырастить и подготовить к распуску. И вот пока на ваших глазах эти цветы будут постепенно раскрываться, я начну вам рассказывать, что же делала я для того, чтобы достигнуть такого пышного цветения. Как я уже сказала вам в начале видео, когда я рассказывала в комментариях о своих секретах по уходу за орхидеями, я вспоминала все самые старинные свои рецепты и решила, что на каждом новом цветоносе я буду применять отдельный и отличный от других рецептов, то есть каждая одна орхидея – один рецепт. Еще 5 месяцев назад в комментариях я писала о чудо-эликсире, об использовании меда для орхидей. Как я готовлю этот чудо-эликсир? Я развожу 1 чайную ложку меда на литр воды, то есть пол чайных ложки на свой пульверизатор, в котором 500 мл воды. В комментарии я еще говорю про чай. В данном случае для инициации цветения я чай не использовала, только мед. Чайную ложку меда на литр воды. Рецепт давнишний, рецепт старинный, не знаю кем и когда придуманный, но всем известны целебные свойства меда. В меде очень много биологически активных добавок, очень много всего, что поддерживает и восстанавливает и повышает иммунитет, иммунитет растения, иммунитет человека. Любой мед подойдет. В моем случае был обыкновенный липовый мед, не засахаренный. Я знаю, что очень многие зрители читают комментарии под видео, и несмотря на то, что
в своих видео о меде я упоминала только вскользь, этим рецептом уже воспользовались многие зрители, например, Елена писала еще 3 месяца назад. Так просто интересно и с большой любовью рассказываете о цветочках. Все понятно, наглядно. Жаль, что не каждый может похвастаться таким цветением, как у вас. Это действительно результат гигантской, кропотливой работы и большой любви к растениям. Спасибо вам за красоту и опыт. Всегда жду новых познавательных роликов. Мед и алоэ творят чудеса. Спасибо вам за подсказки. И вот, друзья, именно сейчас мы посмотрим, как творятся чудеса. Мы посмотрим, как с помощью обыкновенного пульверизатора, обыкновенной воды с медом я инициировала это шикарнейшее цветение на 24 цветка и 4 цветоноса на орхидеи. Да, друзья, это обыкновенное орошение или окропление водой тыльной стороны листа орхидеи и ее цветоносов. С помощью современных пульверизаторов не обязательно создавать крупную дисперсию воды. Можно сделать мелкодисперсные капли, которые даже не попадут в точку роста, даже не попадут в пазухи. Я специально демонстрирую, что я могу просто искупать орхидею в ведре, и ничего с ней не будет в моих условиях. Вас я не заставляю, не принуждаю, не тяну за руки. Я лишь показываю, как делаю я. Вы спрашиваете, ну почему у меня так цветут орхидеи? А я вам показываю, почему они цветут именно так, а не иначе. А для чего вы по-прежнему орошаете орхидею, если она и так уже цветет? А вы посмотрите, друзья, ведь на цветоносах еще есть меристемные почки. И если их продолжать орошать, то кто знает, может быть, нам удастся пробудить еще не одну меристемную почку. И тогда в следующем полном распуске у нас будет не 24, а 36 или еще больше цветов, как у нашего дикого котика, например. Друзья, нет предела совершенству. Всегда есть к чему стремиться, всегда есть новые высоты и пути их достижения. Ведь всегда можно стремиться к большему количеству цветов или цветоносов. И если когда-то у вас их было 6, вполне возможно, что в следующий раз их будет 8, а потом 28 и 38. Мы будем идти в этом направлении. Я буду идти в этом направлении с пульверизатором в руках, а в пульверизаторе будет вода с медом. Пол чайной ложки на 1 пульверизатор 500 мл. С помощью этого чудо-эликсира я буду раскрывать устица с тыльной стороны листа орхидеи, для того, чтобы в дневное время она смогла запасти и зафиксировать необходимое ей количество углекислого газа. Если вы ничего не знаете о 2 путях фотосинтеза у орхидеи, о С3 фотосинтезе и о кампуте фотосинтеза, пройдите в плейлист «Фаленопсис и вопросы по уходу» и найдите в нем видео о фотосинтезе. И еще один момент для тех, кто не умеет пользоваться поиском по каналу. Для того, чтобы найти нужное видео, можно пройти на главную страницу канала. Для этого вы должны кликнуть на аватарку канала «Классика орхидейного жанра». Вы попадете на главную страницу, и там в уголочке есть значок лупы с окошком, в которое вы можете ввести слова для поиска, например, полив орхидеи. Еще, друзья, ночь с 21 на 22 декабря была самой длинной в северном полушарии, ведь был день зимнего солнцестояния. Теперь все изменится, теперь день начнет расти, а ночь планомерно уменьшаться. А это значит, что северное полушарие взяло курс на весну, но пока, друзья, пока мы будем ждать Рождество, отмечать и встречать Новый год.
будем радоваться самому сказочному, самому волшебному, самому необыкновенному времени в году. Ну а что за праздники, друзья, без земляники? Ремонтантная земляника французской селекции растет на канале «Классика орхидейного жанра» прямо на подоконниках. И ничего, что самое темное и самое холодное время года. Нам, друзья, вместе все нипочем. И вот на этой оптимистичной ноте я буду завершать свой сегодняшний рассказ. Напоминаю вам, что 20 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.